Здравствуйте, уважаемые зрители канала «Полезные советы из СССР». Меня зовут Татьяна, и в этом видео я предлагаю вам прослушать статью из журнала «Здоровье» номер 7 за 1981 год. Статья из рубрики «Врач разъясняет, предостерегает, рекомендует» называется «Отек Квинки». Авторы – профессор В.А. Ада, кандидат медицинских наук Н.Г. Астафьева. Вдруг, без всяких предвестников, у человека появляется и начинает буквально на глазах увеличиваться плотная припухлость на губе, веке, тыльной стороне кисти. Цвет кожи не изменяется, ямки при надавливании не остается. Обычно через несколько часов набухание прекращается, а припухлость держится еще несколько часов или даже дней. Беспокоит чувство распирания, изредка зуд и тупая боль. Потом все бесследно исчезает. Это и есть отек Квинки, получивший свое название в конце прошлого века по имени впервые его описавшего немецкого невропатолога. Нередко отек достигает значительного размера, резко изменяя внешность. Лицо становится одутловатым, как маска, непомерно раздувается губа, щека или почти полностью заплывает глаз. Бывает и одностороннее пучеглазие. Затрудняются движения глазного яблока, ухудшается зрение. Вскоре эти явления тоже бесследно проходят. И если бы все ограничивалось только такими временными косметическими неприятностями, то отек Квинки вполне можно было бы назвать безобидным заболеванием. Однако он может возникнуть на слизистых оболочках носоглотки и дыхательных путей, а это уже опасно. Сначала появляется охриплость, затрудненное дыхание. Вскоре оно становится поверхностным, человека охватывает беспокойство, тревога, лицо приобретает синюшный оттенок. Требуется срочная помощь, чтобы не допустить остановки дыхания. Когда отек Квинки распространяется по слизистой оболочке пищевода и желудочно-кишечного тракта, затрудняется глотание, болит под ложечкой, бывает рвота, понос, состояние напоминает картину острого живота. Не менее опасен отек мозговых оболочек. Для него характерны резкая распирающая головная боль, головокружение и другие симптомы поражения мозга. Иногда при этом временно нарушается работа почек, уменьшается мочеотделение. У 80% больных отек Квинки развивается после приема лекарств. Избалованные современной цивилизацией, мы полюбили таблетки, ибо их всегда можно иметь при себе и принять в любых условиях. Заболела голова? Пожалуйста, вот тебе обезболивающая таблетка. Бессонница? Выпей снотворное. Расшатались нервы, и рука привычно тянется за успокаивающей таблеткой. И редко кто задумывается над возможностью побочного действия принятой таблетки. Вряд ли стоит перечислять препараты, которые могут послужить причиной отека Квинки. И самое простое и самое сложное лекарство нельзя принимать бесконтрольно, без совета врача. Причиной могут оказаться и пищевые продукты. Правда, чисто алиментарный пищевой отек Квинки встречается несколько реже, чем лекарственный. Причем непереносимость пищевых продуктов у этих больных, как правило, возникает на фоне хронических заболеваний органов желудочно-кишечного тракта, желчного пузыря, печени. Довольно часто отек Квинки вызывают косметические средства. Лаки, краски, тушь. Так случилось с Галей Д. Накануне своего дня рождения Галя зашла к подруге, и та предложила покрасить брови и ресницы новой краской, купленной по случаю. К вечеру веки стали сильно чесаться, а утром Галя не смогла открыть глаз. Пришлось обратиться к врачу. Только на 4-й день она увидела себя в зеркале и ужаснулась. Потом отек прошел бесследно, но огорчений доставил немало. А во всем была виновата краска для бровей и ресниц, в состав которой входил урсол. Виновником отека Квинки бывает также пыльца цветущих растений, домашняя и производственная пыль, стиральные порошки, укус насекомого. Все эти причины при неоднократном воздействии на организм способны вызывать аллергическую реакцию немедленного типа, которая развертывается в глубоких слоях кожи, в подкожной клетчатке и слизистых оболочках.
При этом в тканях появляется большое количество особого биологически активного вещества – гистамина. Он расширяет сосуды и способствует задержке жидкости в тканях. Таков механизм развития отека Квинки. Однако увеличение содержания гистамина в тканях может происходить не только вследствие аллергической реакции. Существует группа веществ, которые непосредственно освобождают гистамин от связей с белками, переводят его в активное состояние. Так действует, в частности, алкоголь. Вот почему число больных с отеками Квинки всегда увеличивается в дни праздников. Обильная еда, прием алкогольных напитков провоцируют болезнь. Отек Квинки может быть просто эпизодом, который никогда больше не повторится, или наоборот повторяется часто. Поэтому не приходится надеяться на то, что само все пройдет. Когда впервые это случается, необходимо обратиться к врачу. Поскольку чаще всего отек Квинки имеет аллергическую природу, то необходима консультация аллергологов. Врач разберется в характере отека, попытается выяснить его причину и назначит лечение. В арсенале современных средств и антигистаминные препараты, обладающие антиаллергической активностью, и мочегонные, с помощью которых из организма удаляется избыточная жидкость, и другие лекарства. В тяжелых случаях при отеке гортани или мозга больных срочно госпитализируют. Чтобы обезопасить себя от повторения заболевания, надо проявлять известную осторожность. Первое – никаких лекарств без совета врача. Воздерживаться от употребления алкогольных напитков. Если болезненную реакцию вызывают стиральные порошки, отказаться от них. Надо своевременно лечить больные зубы, заболевания придаточных пазух носа или желчного пузыря, желудка, так как отек Квинки нередко развивается на фоне хронических инфекций. Конец статьи. Если вам понравилось видео, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на канал. Буду вам благодарна, если поделитесь этим видео со своими друзьями. Спасибо за внимание и до следующей встречи на канале «Полезные советы из СССР».